Я часто встречаюсь с ситуациями, когда женщина хочет родить ребенка, но у нее не получается в силу тех или иных причин. И во многих случаях видно, что бессознательно она или боится, или же не хочет рожать в силу различных причин. Гораздо реже я встречаюсь с ситуациями, когда женщина не хочет рожать ребенка осознанно. Приведу пример из практики. «Я не хочу рожать!» Как-то буднично, между делом, сказала однажды моя клиентка, которую я консультировал по поводу репродуктивных расстройств гинекологических. «Зачем мне это? Пеленки, в простыни завернуться, забыть о себе, пойти в день сурка, отодвинуть свою жизнь, отдать свое время, свои силы непонятно кому, уничтожить свою фигуру. Нет, я не хочу рожать, это не мое. Но я хочу глубоких отношений с мужчиной, я хочу семью, но так, чтобы я была свободна. Моя свобода и мое развитие, саморазвитие для меня важнее всего». «А что такое развитие?» – спросил я ее. А развитие – это заниматься духовными практиками, духовным ростом, рассказывать людям о гармонии, давать интервью, быть блогером счастья. Внутренне я удивился. Как так? Женщина хочет семью, мужа, душевной близости, глубоких отношений, но в то же самое время хочет сохранить свободу. Я не понимаю, о какой свободе речь. Хочет получить духовный рост в виде интервью и рассуждений о благости и гармонии. И не хочет рожать детей, потому что они отнимут ее свободную и гармоничную жизнь, полную духовного, инстаграмного развития. Прошло время, я решил поделиться с вами главной, на мой взгляд, причиной, почему женщина не хочет рожать. Я хочу рассказать то, что остается как бы за кадром. Напишите мне в комментариях, прав я в этом видео или нет. Для меня это очень важно. Смотрите, ребенок активизирует бессознательную память матери о ее собственном детстве. Так есть. Каждый человек когда-то был ребенком, даже вы. Каждый человек остается ребенком, но только во взрослом, в зрелом теле. И родители у каждого из нас далеко не самые просветленные люди, способные к постоянной, безусловной любви, которые обладают спокойной и устойчивой психикой. Люди, способные понимать ребенка, сохранять спокойное, позитивное состояние, скорее всего, исключение, а не правило. Я бы даже сказал, что это идеал. А любой идеал, как вы понимаете, недостижим. Мы все обычные люди со своими детскими травмами, проблемами, стрессами. Начиная с момента зачатия, ребенок самим своим присутствием активирует бессознательную память матери о том дне, когда она сама была в этом же моменте своей жизни. Срабатывает закон резонанса. Так и получается, что беременная женщина с самого начала беременности получает контакт с памятью своего тела, а в нем записаны, как на жестком диске, все ее переживания час за часом, день за днем, год за годом. Согласитесь, не самая приятная новость. Те переживания, которые уже были погребены под давностью лет, вдруг начинают оживать. Да и не просто оживать, а проявляться в напряжениях тела, в эмоциях, в переживаниях и даже в событиях. Обычный человек не имеет опыта распознавать свои вытесненные переживания, и женщине кажется, что виной всему ее беременность, а потом и ребенок. И он получает от мамы по полной программе. Да и от папы тоже. Ведь бессознательно ребенок для нее виновник всего-всего неприятного, что в жизни было ее. Хотя она любит его больше жизни. Смотрите, получается очень сильный внутренний конфликт. Процесс переноса своих травматичных переживаний на ребенка является основой любого
жестокого обращения с детьми, игнорирования детей и все неприятные вещи, касающиеся этого. И это же бессознательная причина того, что женщина не хочет иметь дело с детьми. Так что ничего удивительного нет в том, что она говорит: «Я не хочу рожать». Хотя с чужими детьми изредка и недолго пообщаться можно. Здесь же находятся корни ненависти к своему внутреннему ребенку, к своей памяти, к себе самой. Тут же и месть себе, низкая самооценка, неудачливость в делах, одиночество в отношениях, сложности в этих же самых отношениях, аутоиммунное заболевание на фоне постоянной аутоагрессии, раннее истощение яичников, блокировка собственной сексуальности. В одной из сессий моя пациентка, находясь в терапевтическом процессе, страстно воскликнула, обращаясь к своему внутреннему ребенку: «Вот она! Вот! Это главное зло! Я хочу ее уничтожить!» Вы понимаете? Она обращалась к самой себе с призывом себя уничтожить. Вот он механизм самоуничтожения, которым болеют очень много людей. И все это отражается на теле. Оно уничтожается. В процессе терапии она признала: да, все-таки мой внутренний ребенок не виноват. Но кто же виноват? Кто? Кому мстить? Смотрите, она хочет мстить. Внутри нее только борьба, только война, только насилие над собой и над миром вокруг. Все что угодно, но не смирение, не с миром внутри жить в этом мире. Не мудрено, что она в свои 39 лет одна с кучей репродуктивных гинекологических проблем. Именно таким образом женщина, пережившая в детстве жестокое обращение со стороны своей матери или других значимых взрослых, начинает обращаться жестоко сама с собой, начинает мстить себе, уничтожать саму себя. Уничтожать себя беспорядочными связями, а кто-то одиночеством, кто-то болезнями, кто-то обжорством. У каждой что-то свое. Все то, что идет с самого детства. Если маленькая девочка не вытеснит свои травмирующие переживания, а они у нее могут быть очень травматичными, то она не сможет выжить. И у взрослых механизм вытеснения часто становится просто спасением, потому что от боли, от горя, от обиды, вины, беззащитности и униженности, беспомощности и прочих тяжелых эмоциональных переживаний надуманных можно просто сойти с ума или получить тяжелую психическую, психосоматическую, соматоформную травму. Это когда переживания в нашей душе соматизируются, то есть отражаются в теле. Это не просто абстрактное понятие, а объективная реальность, которую мы отражаем в нашей психике. Зачастую психика просто не может вместить объем переживаний и начинает разрушаться. Здравствуй, шизофрения. В такой ситуации могут развиваться пограничные расстройства психики и другие психиатрические заболевания. Здравствуйте, она. Но тело чаще всего берет удар на себя. Согласитесь, это гораздо лучше, чем разрушение личности. Лучше потихоньку сильно страдать телом, но сохранять психическую стабильность. Если переживания вытеснены глубоко-глубоко в бессознательное, то может показаться, что они исчезли и больше ни на что не влияют. Но это не так. Они никуда не исчезают. Никуда. Даже наоборот. С течением времени накапливают потенциал, чтобы проявиться, быть принятыми, прожитыми и отпущенными личностью. Вот тут-то и начинаются проблемы. В подавляющем большинстве случаев человек не хочет ничего этого знать. Защитные механизмы психики всегда стоят на страже. Эмоциональная боль иногда сильнее физической во много-много раз. Поэтому естественно, когда женщина говорит:
на консультациях часто. Ну, было и было, незачем вспоминать, что ворошить прошлое. Такую точку зрения я слышу довольно часто. Но так не бывает. Все прожитое никуда не исчезает, оно остается и регулирует каждый шаг вашей жизни. Как я уже сказал, когда женщина эмоционально утверждает «я не хочу рожать», она интуитивно чувствует, что ребенок будет вызывать в ней все давно вытесненные переживания. Разумеется, возвращение страданий от эмоциональных травм она не хочет. Активизация бессознательной памяти во время беременности и дальше – это великий шанс исцелить то, что давно накоплено и отвергнуто. Такой процесс начинается буквально с первых дней после зачатия собственного ребенка. День за днем в жизни малыша его мама может исцелить и интегрировать, впустить в свою личность отвергнутые части своей психики. И не надо тратить силы, чтобы эти переживания держать под контролем и не позволять им проявляться. Не сопротивляйтесь. Можно просто начать жить без сопротивления. Нужно убрать попытки контроля, убрать попытки понимания, убрать попытки делания чего-нибудь, чего-то того, чтобы убежать, спрятаться, скрыться или защититься, сопротивляться. Ребенок дает матери шанс буквально переплавить себя в новую форму за достаточно короткое время. Это и есть ее личностный рост, то есть то самое духовное развитие, о котором говорила моя клиентка. Повторюсь, самостоятельно это сделать довольно трудно. А вот в сопровождении психолога очень даже возможно. Иногда быстро, иногда не очень быстро. Да, по-человечески это понятно. Зачем вспоминать, если это вызывает страх и боль? Но очень похоже, что жизнь не дает нам выбора. Если мы не будем признавать и проживать свои спрятанные внутри стрессы, боли, напряжения, воспоминания, невысказанные слова, невыраженные эмоции, то они будут и будут проявляться в любом случае, но искаженно в вашем теле. Они будут ломать вашу жизнь, судьбу, взаимоотношения, здоровье. Это будет выглядеть как болезни, неудачи, безденежье, нищета, несчастные случаи, плохие взаимоотношения, одиночество, нехватка денег на консультацию записаться и прочее, прочее, прочее. Разумеется, процессу правильного проживания вытесненных переживаний нужно учиться. Это бывает нелегко, но оно того стоит. В этом случае у человека начинает заживать одна внутренняя рана за другой. Начинает восстанавливаться психика, отношения, здоровье. Появляются деньги. Кроме того, за внутренним решением женщины не рожать стоит еще одно неприятное осложнение. Это блокировка работы репродуктивной системы или, как вторичная выгода, болезни репродуктивных органов. Даже если она не хочет рожать именно сейчас или просто боится, но это не важно. Для ее бессознательного этот приказ звучит одинаково. «Я не хочу рожать, мне не нужна матка, мне не нужны яичники». Поймите, отказ от рождения детей – это бессознательный приказ заблокировать репродуктивную систему за ненадобностью. Зачем нужно содержать и поддерживать систему, предназначенную для репродукции, для рождения, если она не нужна? Организм всегда идет по пути снижения энергозатрат на любую свою функцию. Мозг очень жадный. Если сознательно или бессознательно внутри женщины звучит «я не хочу рожать», то ее тело подчиняется. Организм запускает процесс остановки работы репродуктивной системы или же просто уничтожения. Это как пойдет. Такая программа приводит к уменьшению авариального запаса, сокращению репродуктивного времени, развитию различных заболеваний, которые снижают плодность и качество
жизни. Например, эндометриоз. Он чаще всего возникает именно по этой причине. Как правило, предназначение эндометриоза – заблокировать репродуктивную функцию. Хочу обратить ваше внимание на то, что механизм блокировки репродуктивной системы срабатывает и в том случае, если женщина не может забеременеть, боится, считает себя потенциально плохой матерью, недостойной, или у нее были выкидыши, аборты, или она применяла долгое время гормональные контрацептивы. Любые проблемы с зачатием или вынашиванием являются признаком бессознательного нежелания рожать. Признание своей фертильности, своей плодности, своей женственности и сексуальности – это основа восстановления работы репродуктивной системы. Плодность, плодородность, фертильность – эти удивительные слова будто созданы, чтобы описать магию женской природы. Но за ними кроется нечто гораздо большее, чем просто способность к деторождению. Это про вас. Это про вашу силу творить, вдохновляться, наполняться энергией жизни, создавать новые идеи, проекты, мечты, отношения. В каждой из вас живет чудесный сад, полный плодородной энергии, и так важно научиться чувствовать его, понимать и заботиться о нем. Когда вы принимаете свою женскую природу, вы словно открываете двери для невидимой силы, которая запускает процессы исцеления и гармонизации всего внутри себя. Творчество, проявление, реализация своей женственности – это ваш ключ. Направляя свою энергию на созидание, вы показываете телу, что оно не должно блокировать ваши внутренние ресурсы. В итоге ваши яичники оздоравливаются и молодеют. И что же происходит? Если раньше были трудности с зачатием или с вынашиванием ребенка, они исчезают, как исчезает утренний иней под лучами мартовского солнца. А если вы не планируете ребенка, то, делая конкретные действия не только внутри своей головы, но и телом, вы обретаете крепкое здоровье, легкость и неисчерпаемую энергию. Каждая женщина заслуживает чувствовать себя здоровой и полной сил. Когда вы будете готовы восстановить энергетический баланс, свое физическое здоровье естественным путем, запишитесь ко мне или к любому другому специалисту на консультации, на которой я вам дам рекомендации по восстановлению вашего здоровья, восстановлению вашей души и судьбы. А еще для вас у меня есть онлайн-программа, разработанная врачом специально для женщин старше 35 лет, которые стремятся к естественному восстановлению организма, к мягкому очищению и омоложению органов без применения гормональных препаратов и хирургического вмешательства. Курс, который поможет вам открыть свои внутренние резервы, восстановить и укрепить репродуктивное здоровье, а значит пробудить плодородную энергию, стать ближе к Солнцу и к себе настоящей. А я говорю вам спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего. До новых встреч!